Предстоит химия. Химию называют трамплином на лагерь, там еще много разных моментов. То есть уже есть какие-то красные номера и так далее. Поэтому про безопасность, опять же, рано говорить. Поэтому, ну, квест будет интересно, конечно, как это все. Несколько политзаключенных отправили, по-моему, в деревню Сушки Брестской области. Я посмотрел на Google Maps, там просто нет домов. Там 2 ангара и какой-то маленький дом. То есть, ну, реально интересно как-то. Культура нашего общества очень сильно изменилась после августа месяца. И теперь те же флаги, погони, всякие аксессуары, все это очень... видно, что это сквозь теперь призму белорусской культуры, то есть это отражается теперь в людях. Не было вот этой культурной идентичности, теперь в ней есть общее событие, то есть какое раньше событие объединяло всю Беларусь? Ну, так и сложно назвать, да, может быть, даже и Лукашенко, потому что только вот одно событие, вот эти выборы, его эти нарушения, ну, как-то было общим, а здесь появился другой общий признак, это протест. Теперь этот признак идентичности, отличный от той, который был, я теперь его вижу во многих людях. Банально, я вчера зашел и увидел продавщицу с браслетиком, с БЧБшным, не просто белым. Бело-красно-белый, БЧБшный, ненавижу слово. А БЧБшник, меня прям волосы дымом встают, когда так называют. Но да, я бы выделил признак культурной идентичности, заметную культурную идентичность. Вот это меня впечатлило. Это на самом деле интересное стечение обстоятельств. Я расскажу такую не относящуюся к делу историю про то, как совпадают обстоятельства. В тюрьме в какой-то момент перестали приходить нам письма. И с Машей, со своей девушкой, я раз в неделю писал письмо, которое касалось исключительно передачи. То есть какие продукты, какие у меня остались, какие закончились, чтобы ничего не портилось и так далее. Я пишу письмо, что слушай, письма не приходят, если что-то случилось плохое, пришли мне шоколадные конфеты. Она этого никогда не делала. Через пару дней мне приходит целая торба шоколадных конфет. Пришла адвокат и рассказала, что просто Машина мама передала мне конфеты, Маша получила это письмо после того, как она передала передачу. И стечение обстоятельств всегда они такие очень странные, но 2 дня я реально не спал, я думал, блин, ну что же там такое. С гостиницей все намного проще. Почему? 5 августа, меня задерживают на выезде из типографии. В проекте «Честные люди» было очень много бумажной продукции, всяких листовок и так далее с инструкциями, как пользоваться платформами, как правильно там, где взять браслет и так далее, как стать наблюдателем. Ну, то есть такая общая информация, полностью арестовывают весь тираж, на нас составляют какие-то объяснительные. Слава богу, вот ко мне успел приехать адвокат, и они уже, когда увидели, что адвокат, ничего не произошло. Но водителя забрали на 13 суток. Выключил телефон, заехал в штаб, еще раз со всеми поговорил. Ну и было решено мне уже все. Естественно, будет за мной какое-то внимание дополнительное, и мне уже не нужно было ни во что лезть. Я думаю, интересно, где бы так пожить? Буквально тут пару дней до событий. Если все будет нормально, то можно будет вернуться домой. Домой, естественно, возвращаться не хотелось. И вот так 6, 7, 8 по адресу моей прописки к бабушке уже начинают приходить то обычные, то в штатском, спрашивать, где я. А гостиница — это моей девушки подруга со своим парнем, к ним, приезжали родители, они сняли номер на месяц, пожили там неделю, и он был оплачен. Они говорят, вот, пожалуйста, заезжайте. Я думаю, блин, вообще, прям удача. Как оказалось, неудача. Те, кто проходил со мной по делу, это те, с кем я созвонился в эту ночь. Да. Фраза, которая являлась ключевой, это я сказал, что по телефону, что ребята вынесли на трамвайные пути клумбу. И все. Это препятствие движения транспорту.
Я проговорил то, что я увидел, а они посчитали, что это доказательство того. Ну, и дело выстраивалось прокурором так, что типа я видел, что делают другие люди, почему я оттуда не ушел. Раз я не ушел, значит, я с ними заодно. Раз я это проговорил, и кто-то это сделал вместо меня, значит, это тоже вот имеет отношение. Ну, это на самом деле не то, что вилами по воде, это даже вот если пытаешься объяснить, это сложновато. Приходится как-то додумывать больше, чем... Я не представляю, как у них картинка формируется. Да, ну... Чего лукавить? Конечно, страшно, непонятно. Но это, понимаете, вот страх, когда событие короткое какое-то, вот в течение дня там проходит там, результат анализа какой-нибудь и так далее, ты волнуешься, то это один страх. Но когда это день изо дня, то есть ты 5-й, 7-й день, это уже не страх, ты уже полностью адаптировался в этом состоянии, ты просто в таком ступоре. Ты постоянно, ну, оцениваешь даже какие-то простые факты, все равно как-то на них смотришь не как обычно. То есть реакция твоя на вообще жизнь становится немного другой, потому что ну, ты как очень много всего ждешь. Очень хочется выдохнуть, как вынырнуть, как будто вот, да, реально нырнул и плывешь под водой и думаешь, блин. Очень сосредоточен на всем, что происходит, то есть отвлечься от всего этого. Я бы просто не назвал это таким страхом, когда ты лежишь и думаешь, блин, хоть бы вот не в мой дом там бомба попала. Нет, ты понимаешь, что вот она уже летит, и она сейчас по-любому попадет, и нужно будет в процессе этого взрыва как-то еще попытаться там найти для себя выход. Ну, тут, конечно же, вопрос философский. Наверное, кому-то давит очень сильно. Я себе вел такой распорядок, то есть я встаю, я завтракаю, я делаю зарядку, и потом книги — это как будто работа. То есть нужно было вот 8-9 часов в день, нужно было что-то читать, и что-то не просто художественное, а что-то общеразвивающее. То есть литературу, которую я бы, скорее всего, как какого-нибудь Достоевского, я бы так вот в обычной жизни читать не начал. Потом работа заканчивается, у тебя опять там тренировка, ужин, ну и все, и можно дальше смотреть телек, спать. Есть такая поговорка там, живи как на воле жил. То есть тебе нужно просто адаптировать действия с воли к новой территории. Я понимал, что я не виновен, значит, цель была пройти вот эту дистанцию с максимальной прибылью. Ну вот, я считаю, что как минимум я к ней стремился, и какие-то результаты я там на себе чувствую. Я бы посоветовал всем «Архипелаг» Солженицына, «Узник тишины» про Ходорковского, и самое топовое, что вообще я читал, это «Мы живые» Айн Рэнд. Вот все ее знают, как «Атлант расправил плечи», а вот «Мы живые» — там вообще такая бомба. Я был шокирован, когда вышел. Заходим в какое-то кафе, я понимаю, что нет мест. Мы заходим в другое, нет мест. Блин, я думаю, что... Ну и у меня, конечно, такой разрыв шаблона был очень серьезный. Я очень долго не понимал. Первую неделю я вообще на все смотрел, думаю, кого-то задерживают до сих пор, кто-то там какие-то дворовые протесты делает, а кто-то сидит в ресторане. Я думаю, конечно, это не складывалось. Сейчас, ну, я не могу винить людей в том, да и вообще никого не могу винить, это выбор. То есть изначально демократия — это выбор, и все, что мы сделали, это выбор. И если мы говорим про... Вопрос в чем? Как влияет на меня текущая ситуация и пессимизм? У меня те же взгляды, которые были, и они не изменились. Тут правильно задать вопрос, у кого они изменились. Вот, допустим, я батьки, которые стали протестующими. Такие точно были. Потому что мы видели, допустим, что в августе система не работала вообще. То есть даже самые верные собаки задумались. Потом кто-то перешел на одну сторону, но я почти уверен, что никто с нашей стороны не перешел на их. И до сих пор это остается так же. То есть теперь мы говорим про открытый протест и внутренний. На что можно действительно повлиять? Нужно продолжать что-то делать. Если все будут продолжать что-то делать, то до цели они рано или поздно дойдут. Тут вопрос времени. А мобилизовать — это что? Значит, ну, типа, опубликовать, идем на протест. Это не работает, оно и не сработает. Протестуют же не по чьей-то команде, мы же не армия. Нет, мы выражаем свое мнение, протестующие. И оно сейчас такое, что нету триггера, нету такого события, чтобы я почувствовал, что идет беззаконие, потому что беззаконие идет с 9 августа. То есть событие, которое сейчас кого-то шокирует, там, убийство человека после событий 10 августа, оно, конечно же, не было
Не, конечно же. Оно не было столь громким, потому что, закона уже не было. Люди уже совершенно другие, несмотря на все это. Шансы еще есть, их много, нужно продолжать действовать. Просто открытый протест, он не обязательный. Он и близко не обязательный. То есть очень много всяких фондов, систем поддержки, программ и так далее. И оно все работает. Какие-то фонды тебе звонят, говорят, чем мы можем помочь, что-то предлагают, и это уже немало. Либо слить какую-то информацию, даже не конфиденциальную, просто, опять же, сфотографировать какую-то яму, что-то еще. То есть ты можешь, если ты задан целью, ты все равно найдешь, как систему оптимизировать и делать лучше. Все, что... Вот еще один огромный результат того, что произошло в прошлом году, это независимые СМИ. Они появились. Теперь их достаточно много читают, и теперь мало событий проходит без внимания. Ты можешь стать помощником тому, чтобы это тоже работало. Какие-то события добавлять в общий фокус, на них будет концентрироваться общество, и проблема будет ближе к решению, чем была до этого. Не, очень круто. Очень, мне так все понравилось, я так по этому всему скучаю. То есть 7 месяцев, конечно же, я жил и думал, все равно это было круто. То есть я всегда думал, месяц посидеть, это вообще будет супер круто после всего, что было. 2-3 я до сих пор продолжал так думать, потому что думаю, нет, это все равно было настолько круто, что даже 5 месяцев, это все еще ерунда. И тут 7, и я понимаю, что, нормально. То есть если взять среднюю температуру месячную за год, за счет лета, за счет всей компании, она все равно очень высокая. То есть событий, людей новых, каких-то знаний. Это большая структура, где есть логистика, где есть мнение, где есть проблемы людей. Плюс это все волонтерство бесплатно, то есть нет контрактов. Это было все очень круто. Я думаю, что очень много людей думали так же, как я. То есть мне казалось, что им не только надоело, они увидели, что, это все можно сделать в правовом поле. А делал ли это вообще кто-то когда-то вот так все чисто, чтобы это действительно получилось? Чтобы были инструкции на каждый шаг. Потому что были люди, которые собирали подписи с 2010 года. И они все говорили, мы никогда так не делали. Вот ты взял ту пачку, распечатал, пошел, тебе дали шоколадку и пошел по квартирам. А тут прям, какие-то группы, все четко, расписание, даты приема, даты отправки, какие-то инструкции, постоянно все обновляется, тезисы, это можно давать, это нельзя. Здесь неправильно заполняешься, опять надо всем сообщить новую инструкцию. Часть подписи уже идет в брак, потому что есть риск, что из-за большой процентовки неправильно заполненных вся компания повалится. Но это было все круто.